проходит время. В начале 59-й серии нам показывают кладбище. Ферит у могилы Фуата. Он рассказывает ему, что Пелин выжила. Она держала его за дурака. Сейран ушла от него из-за этого, и отец тоже из-за этого в тюрьме. Тем временем Пелин перевозят из палаты реанимации в обычную палату. А Ферит говорит брату, как сильно нуждается в нем, и плачет. Как только Пелин разместили в палате, она спросила у родных, когда к ней принесут сына, и скоро ли придет Ферит. Зерин и Пелин заплакали. Пелин вышла вслед за Шихмузом. А Нукет сказала, что им нужно поговорить. Зерин сказала дочери, что ребенка потеряли во время родов. У Пелин начинается истерика, и она говорит, что ей все врут, и требует позвать Ферита. Зерин говорит, что ребенок оказался не от Ферита. Суна снова отправляется к гадалке. «Нас покинет еще больше душ», — говорит ей та. Суна говорит, что бывший ее прогноз не может стать явью. Гадалка советует Суне сделать шаг, иначе проживешь судьбой, которую тебе навязали другие, — сказала она. И что же будет дальше? Пелин нет, ребенка нет. Когда вы уже будете вместе? — спросил Абидин у Сейран. Суна звонит Сейран, узнает, как дела, и та рассказывает, что ходила с Феритом на могилу брата Фуата. Также Сейран рассказывает, что отец и для нее в новом доме сделал комнату. А Суман решила возобновить тренировки в спортзале, и на нее там заглядывается тренер. Друг говорит ему, что эта женщина не для тебя. Разве это не невестка Карханов? У нее ведь умер муж. Главное, чтобы она приходила сюда, а от меня не убежит, — ответил тот. Ферит говорит Сейран, что имени Пелин даже больше слышать не хочет. И сейчас его интересует только отец. А Архану не дают в тюрьме покоя. Каждый день затрагивают. И вдруг однажды подошел полицейский, защитил его и передал привет от графа Зиебея. А тем временем Халис Ага отбрасывает в сторону разногласия прошлого, чтобы спасти Архана из тюрьмы, и объединяется с графом Зия. Он радушно встречает его и провожает в дом. «Кто-то хочет навредить мне, используя Архана», — рассказывает Халис Ага Зие. «Обсудим за чашкой кофе, что произошло за 40 лет», — ответил ему Зия. А Кеш Ага предлагает Казыму вместе заниматься строительством, прибыль и убытки делить пополам. Хатуч против, говорит, что ей достаточно того, что есть. Но Казым поддерживает идею и надеется на то, что Шихмуз, который давно занимается этим делом, поможет им. Суна, впечатленная словами Фикрие, делает важные шаги, которые могут изменить ход отношений Ферита и Сейран. Она докладывает отцу, что Сейран встречается с Феритом не только в стенах больницы. Казым хвалит. «Молодец», — говорит он дочери, — «докладывай и дальше мне».
все, что происходит. Зия-бей говорит Халису Аге, что придется нелегко, потому что твой сват не причастен к этому. Времена поменялись, и силы наши приугасли. Нет той честности, которая была у нас. Но у меня в тюрьме есть свой человек, сказал Зия. Далее мы узнаем, что граф Зия и Халис Кархан ранее были врагами, которые стали друзьями. Халис Ага благодарит Зию за то, что приезжал. «Я не одинок», – воодушевленно сказал он Латифу. Студентка FG устраивается на подработку в кафе. Ферит и Сейран заглянули к ней в гости. Сидя за столиком, они вспоминают о том, сколько пережили. «Да, мы многое пережили, и это не забывается», – сказала Сейран. «Мы не смогли стать мужем и женой, но я хотя бы знаю, что если что, ты будешь со мной», – сказала Сейран. «Я всегда хочу быть с тобой», – ответил Ферит и взял ее за руку. И вдруг звонит Казым и говорит, что он вспомнил об их договоре.